Shalom, shalom всем Shabbat еще Shalom, раз. everyone. Мы продолжаем нашу недельную главу, We are continuing our weekly Torah которая study, называется Lech Lecha, which this week's Torah portion is called Lech Lecha, где Господь говорит Аврааму: выйди из родства своего, where God tells Avram из дома to отца твоего, leave your household, your и country, следуй за мной. and follow me. И здесь именно тема, которая именно And this is a Господь topic говорит и раскрывает для нас, that God opens up and reveals to us. именно каким образом происходит вот это хождение, можно сказать, Авраама с Богом. In the ways that Avram walked with God. И что интересно, мы видим в самом начале, то есть Аврааму было 75 лет. And what's interesting is that in the beginning of this Torah portion, Avram was 75 years old. И Господь ему говорит: иди, следуй за мной, и я благословлю тебя. And God said, follow me, and I'll bless you. И мы видим, что Авраам именно верно следует за Богом. And we see that Avram faithfully follows God. И мы видим, что Господь благословляет его. And we see that God does bless him. И Он дает ему души людей. And he gives him, he acquires many souls. И как вот сегодня было сказано, As we spoke about today. у него было очень много людей, And he had lots of которые, можно followers сказать, стали его семьей. that basically became his family. И его, один из его людей, который был распорядителем в его доме, And one of the people that was very, он был распорядителем в его доме, то есть Авимелех был такой именно, у него в доме был распорядитель, Илиазер, Eliezer was one of the members inside Avram's который household. именно занимался всем, можно сказать, всеми делами в доме Авраама. Who was basically the right-hand man of Avram. И, Аврааму всегда было переживание. But Avram still was worried. И он говорил: Господи, And he said, God, Ты благословляешь меня. you're blessing me. Ну, какая моя будущность? But what's my future? И он говорит: у gonna be? меня нету детей. He says, I don't have children. Уже много времени прошло. A lot of time has passed. Ты сказал, что у меня будет потомство. You said that I'll have descendants. Но в реальности у меня ничего нет. But in reality, I have nothing right Какое у now. меня будущее? What is my future? То есть мы видим вот эта глава 15. Давайте прочитаем еще вот этот отрывок. We're going to open this up in Genesis chapter 15. И здесь начинается вот с этой мысли. And we're going to read a couple verses and it'll open up this thought. Смотрите, после сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью. И сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Sometime later, the word of Adonai came to Avram in a vision. Don't be afraid, Avram. I am your protector. Your reward will be very great. Авраам принимает это слово Божье. So Avram accepts these words. Естественно, это приятное слово, которое Господь говорит. And of course, these are pleasant words that И God is Господь telling говорит, to что я Avram. твоя защита. And God is saying, I am your protector. Не бойся. Don't be afraid. И у тебя большая награда. For your reward will be great. И, естественно, для Авраама это приятно And слышать. of course, this is pleasing for Avram to Но hear. у Авраама есть боль своя внутренняя. But Avram has an internal pain, if you И will. он говорит: Авраам сказал: Владыка Господи, And he says in verse 2, Avram replied, Adonai God, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елиазер из Дамаска. what good will your gifts be to me if I continue childless, and Eliezer from Damascus, or Damascus, inherits my possessions? И сказал Авраам: вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. You haven't given me a child, Avram continued, so someone born in my house will be my heir. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто выйдет из чресл твоих, будет твоим наследником. But the word of Adonai came to him, this man will not be your heir. No, your heir will be a child from your own body. И вывел его вон, и сказал ему: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Then he brought him outside and said, look up at the sky and count the stars, if you can count them. Your descendants will be that many. И вот этот стих, самый последний, который я хотел остановиться, здесь сказано: And the very last verse that we wanted to stop on, the Авраам important verse. поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Avram believed in Adonai, and he credited it to him as righteousness. Интересные вещи. These are very interesting things. В чем особенность здесь? So, what was special in this? То есть Бог испытывает Авраама. God is testing Avram. Он дал ему обещание намного раньше. He gave him a promise way То earlier. есть, когда Авраам только вышел за Богом, Бог говорит: я тебя благословлю и размножу тебя, и будет у тебя потомство, и ты будешь в благословении.
When Avram was just leaving Haran, God promised him, "You'll be blessed. You'll have descendants. You will have this. You'll have that." И написано во всем, как мы видим, то есть Авраам всегда верил Богу. And we see that through those chapters leading up to this point, И он- Avram was faithful. И именно на протяжении всего времени, которое он шел за Богом, And when не сомневался, he doesn't doubt. he never doubted what God told him. Но именно пришла ситуация, где он: Господи, ты мне говорил о том, что у меня будет потомство, ты говоришь, что ты будешь моя защита, но практически где именно исполнение того, что ты мне уже сказал? And in verse 2, Avram is now saying, God, what good are your gifts to me if I continue childless? You gave me all these promises, you're my protector, but how will I have a future? Другими словами, то In есть other words, не то, что он не верил Богу, It's not that he didn't not have faith in но он God, хотел как бы получить от Бога подтверждение. but he wanted, he was looking for a confirmation from God. Потому что он помнил, что Господь ему Because сказал. he remembered what God told him. И он именно хотел получить, что Господь скажет по этому поводу. And he wanted to see what God would say about this situation. Потому что, другими словами, когда Господь нам говорит, и мы ожидаем, Because when God is speaking to us and we have an expectation, ну, приходит момент, когда разные обстоятельства, которые начинают именно нашу веру колебать. but throughout the course of time, lots of obstacles, they start shaking our faith. И мы думаем: Господи, неужели то, что Ты сказал, оно может исполниться? And we think to ourselves, God, will these promises come to pass? Или, может быть, что-то мы сделали не так, что, допустим, из-за этого, может быть, то, что Ты нам обещал, оно уже не состоится? Or did we do something wrong that would cause this promise and blessing to be void? И он именно как бы говорит: Господи, как с обетованиями, когда они будут исполняться, другими словами? And so we see what this Avram is saying, God, what good will your gifts be to me? What can we do about this? И Господь выводит его на улицу And God leads him outside и показывает ему звезды. and shows him the stars. И говорит: столько у тебя будет потомков. It says, if you can count them, your descendants will be that many. И мы видим, Авраам, именно сказано, Авраам посмотрел на все это, And we see that Avram, he looked at all these он things. поверил Богу. He believed in Это Adonai. очень важный момент. This is a very important Важные moment. вещи, когда Господь говорит нам, It's very important when God tells чтобы мы us принимали это слово. to Accept. accept these Чтобы мы words, верили Божьим словам. so that we believe in И God's держались за эти word слова. and hold fast to His word. И другая идея здесь вижу, And the other idea that I see from this что Господь, когда дает нам обещание, is that when God gives us a promise, Он также начинает формировать наш характер. He also starts to transform our character. Он учит нас доверию. He teaches us to trust. Он испытывает нашу веру. He tests our faith. Мы проходим через разные обстоятельства, And we go through many obstacles и в которых именно действительно мы только держимся Бога in which we're only holding on to God и уповаем на Него. and relying on Him. И через все это Господь And доказывает through all нам, of this, God confirms to что Он us продолжает вести нас. that He continues to lead Он us. продолжает защищать He нас. continues to protect Он us. продолжает спасать нас. He continues to save Он us. продолжает именно убирать все препятствия на нашем He пути. continues to remove any barriers in our way. То есть, другими словами, мы видим Авраам, Господь ему говорит: встань, выйди и иди за мной. So we see with regards to Avram, He tells him, go outside and count the stars. То есть, он выходит He goes outside, туда, в ту землю, которую Бог обещает, he goes to the land, а там голод. but there's a famine. И сразу такая мысль. And right away, the thought comes Ты to сказал, mind. Господи, что будет благословение, God, you said I'm going to be blessed, а здесь приходит проблема. but there's a problem here. Как нам быть? How can we live? И получается, что он попадает еще в большие And проблемы. we see he falls into an even deeper problem. Попадает именно в Египет. He ends up in Egypt. И мало того, что сам попал в Египет, And not only that he was in Egypt, то есть его лишает жены, самого дорогого, что у него было. they steal his wife from him that was Ему very сказать: dear to him. ничего себе And of благословение. course, Avram would be Вот thinking, дожились. wow, what a blessing, Ни семьи, what a ни life. жены, No family, no и wife, только одни обещания. and only promises. И логически можем подумать так. Logically, we might think of it this way. И я думаю, что эти мысли приходили Аврааму. And I'm sure these thoughts did run through И Avram's люди, head. которые были с ним, And the people that were with him, они же тоже смотрели на все это. they were also watching И these они говорят: things. слушай, нам Авраам сказал, что будет благословение, And they're probably thinking, listen, Avram told а us all these что-то у нас с promises, благословением пока еще не пахнет. but it doesn't look like there's a scent coming from these blessings. Но когда уже Господь являет свою руку, But when God moves his hand и Он именно поражает весь and Египет, he
plagues Egypt. И именно весь народ And the Египта whole nation of Egypt узнает о Боге Израиля, finds out about the God of Israel, узнает о Боге Авраама, the God of Abraham. и Sorry. сам фараон, он приходит, говорит, And the забери Pharaoh свою himself жену, says, "Take back your wife, ребята, держитесь подальше, fellas. Stay away from проводите us. их с почетом именно в дорогу, чтобы Господь, не дай Бог, на нас прогневался. Lead them safely on the way, so lest God, harms us even more." Поэтому только тогда, Only then, когда Авраам вышел уже с богатством, when Avram left with many riches, когда он вернулся, именно ему была возвращена жена, when his wife was returned to him, и Бог Израиля был прославлен, and the God of Abraham was glorified, тогда именно люди узнали именно о величии Божьем. then the people started to hear about the might Тогда of сам God. Авраам понял именно And смысл. Avram understood the point. И тогда именно все люди Авраама, они увидели, что And all the действительно people рука of Божья на Avram, Аврааме. and all the people of Avram saw the might of Avram, И of именно Avram's God. иногда мы не видим Божьего плана, And sometimes we don't see God's plan. и мы просто ожидаем благословения, которое придет такое, знаешь, в красивой упаковочке, And we expect a blessing, packaged up with a bow tie. delivered by Amazon прямо нам под двери, Delivered by Amazon Prime. и мы его аккуратненько берем, And we take that present, распаковываем, unpack it, и улыбаемся, and и smile and наслаждаемся rejoice нашим and подарком. soak in our blessings. Но в реальности But происходит the немножко reality, по-другому. it works a little То differently. есть Господь нам говорит обещание, God gives us a promise. и потом ставит нас в ситуацию. He puts us in a situation. Он использует нас как свой сосуд, He uses us as His vessel, через который Он говорит к народам, through which He uses to speak to the nations, через которого Он именно стучит в сознание многих людей, through whom He knocks into the conscience and minds of the nations, of the people, и которые могут стучать нам по голове за то, что who мы не can согласны с knock ними. us on the head because we don't agree with them. И Господь защищает нас, чтобы они нас And не God унижали. protects us so that they do not put us down. И тогда в этом раскрывается слава Божья. And through this, the glory of God is И мы revealed. видим защиту And Божью. we see the protection of Как God. здесь Господь тебе говорит Just like in Аврааму, this, when God tells именно Abraham, что, как он здесь сказал, I'm your protector. не бойся, Авраам, Don't be я afraid, твой Avram. щит. I am your protector. То есть и были ситуации у Авраама, когда он боялся, And there were situations when Avram was afraid. когда он понимал, Господи, если не When he ты, understood, God, где я буду? if you're not here, Что будет с моими людьми? what's going to happen to my people? И именно он находится в таком переживании. And he is in this worry. Но мы видим, что Господь утешает его, говорит, я твоя защита, не But we see бойся. that God calms him down and says, I am your protector. И это очень важно. And this is very Чтобы мы important. понимали, что именно Господь дает нам обетование, So that we understand that God gives us обетование, promise. Они не приходят, как я уже сказал, то через Amazon Prime, именно в These красивой promises упаковке. don't always come in pre-packaged in Amazon Prime. Они приходят иногда именно через в виде различных испытаний, They sometimes come through many big tests and trials, через которые мы должны пройти, through which we must pass, через которые мы должны именно оставаться быть верными through which we Богу. must remain faithful to И God. только тогда мы получим And only именно then do награду. we inherit those blessings. Иешуа говорит, Yeshua said, побеждающий наследует все. the victorious inherits everything. То есть это очень важно помнить. This is very important for Это us слова to remember. Иешуа. These are the words of Иешуа Yeshua. не говорит, что человек, который именно Иешуа- постоянно, именно, как бы сказать, проваливает свои тесты, он будет получать благословение. Yeshua did not say that those who always fail their tests will inherit these blessings. Здесь сказано, тот, кто старается и побеждает, Yeshua said those who try and are victorious, он получает they благословение. inherit that blessing. Поэтому именно Иешуа учит нас, That's why Yeshua teaches us, чтобы мы оставались именно послушными so Богу, that we remain obedient to God, просили у Него силы ask Him for strength, и следовали за and Ним. follow Him. И даже если кто-то восстает на нашем And пути, even if somebody stands in our то way, Господня рука, then она будет God's за нас. hand will be with us. Как написано, если Бог за As it нас, is written, if God is with us, кто против нас? who can be against us? То есть, если действительно мы ходим пред Богом, мы ищем Его лица, Because if we truly follow God and seek то His Божья face, рука и Божье присутствие будет в then нашей God's жизни. hand and God's И presence will Господь be with будет us. вести нас и хранить And нас, God will и lead us and оберегать нас, protect us and support чтобы us, мы имели успех во so всем, that что we мы may делаем. be successful in everything that we do. Такая моя как бы This is my little вступительная, introduction которую хотел сказать. that I wanted to speak about. Пожалуйста, Кен. Hallelujah. So, it's really joyous Это очень радостно to
listen to the word of God proclaimed. Слышать именно Слово Божье, которое провозглашается. And to give a second and third witness to what Pastor just said. И именно чтобы подтвердить или как бы дать второе и третье доказательство или подтверждение тому, что было сказано сейчас And пастырем. specifically, I'm referring to how Pastor said these promises don't get given without something also required. И то есть, другими словами, Бог дает нам обещание, но при этом Он ожидает от нас нечто. When Abram's sons, И когда дети Авраама или сыновья Авраама, when they did come, когда они пришли, his son and his son's son. и именно сыновья сыновей, So these are the children of who became Abraham. то есть это сыновья именно того, кто стал Авраамом. So the inheritors of the promise that was promised. И именно это благословение того, кому Господь давал эти обещания. Only after they followed the instruction test after test in their lives, not their father После того, or когда grandfather's они life. прошли именно испытание за испытанием в своей жизни, God announced to them, Господь именно провозгласил в них и уши. because you've kept my И instruction, Он говорит, за то, что вы именно хранили мои инструкции. I will honor the promise I made with your father. И Он говорит именно Исааку, что за то, что Авраам исполнял мои повеления, мои заповеди, мои постановления. It's not like a prince who's born to a king in England or anywhere else. Это не просто, допустим, как принц, который родился, допустим, в каком-то государстве, там в Англии или где бы какое ни было царство. Merely because of the act of being a child of the king, То есть именно само как бы то, что именно факт, что этот человек является, допустим, принцем какого-то царя, they then are in line to also become a king. то есть он как бы становится в линии быть царем. In this case, В этой ситуации, as Pastor very clearly как именно pointed out, мы именно услышали, как было сказано очень ясно, and another part of my joy, и также именно другая часть моей именно is личной watching радости, Pastor как go видеть, from one part of God's word, Genesis, именно как он берет именно, использует именно бытие и именно переходит именно в Новый Завет и говорит о Иешуа. is speaking the same lesson he gave to us in the Old И Иешуа говорит именно Testament, if те you же want to самые use слова, that. которые мы используем здесь в Торе. The words. We can jump anywhere in this book, it's the same story. И мы можем коснуться любой части Писания, это именно одна и та же самая история и одна структура. Of what Pastor's announcing to О том, us. что мы услышали сейчас How does через this пастыря. happen? Как это все происходит? It's a two-way relationship. То есть это из-за того, что мы имеем именно взаимоотношения, которые именно идет как бы туда и обратно, And it doesn't двустороннее. come without tests. И именно все это не происходит без испытаний, без испытаний нашей And веры. the whole time I'm listening to him tell that, И все время, когда я I'm слушал thinking его, what I just shared with you. И- Wow, и- it's all connected. This incredible. для меня это как бы очень важно, что structure. все это соединено между собой как одна структура. And it's simple, И это очень просто. but it's beautiful. Но с другой стороны, это прекрасно. And it works. И оно работает. And I have to say, И я хочу сказать, we had a youth Bible study earlier, и мы использовали наши Bible study раньше, and Alan can testify. и Алан может засвидетельствовать. Exactly the same thing was discussed in a И- slightly different way. И мы говорили при подобных ситуациях немножко в другой как бы ме. And isn't God amazing? И неудивительно I didn't Господь talk with наш. you about what you were gonna Я не highlight. разговаривал с тобой, о чем мы хотим But God затронуть. knows Но what's Господь gonna happen. знает, что будет происходить с And нами. God shows His hand. И Господь показывает свою руку. And this is what I meant when I gave a testimony И, earlier today. и at как church. я уже говорил сегодня, как мы говорили именно в общине, я излагал God свидетельство. announces. Господь I will провозглашает, show you. а я And I'll покажу вам. let you know I'm И я дам showing вам you. знать, что я And делаю. I can't say it strongly. И да, я даже не могу выразить именно настолько как бы четко, как это в реальности происходит с нами. Аллилуйя. Пожалуйста, Алан. I want to add on to what Ken was saying. Хочу еще добавить именно к тому, что было сказано Кеном. From the verses that we read at the youth Torah study, И то, что мы читали именно с молодежью в нашем Torah study, it was in Proverbs. это было именно из притчи. And one of the Proverbs that we read И одной из притч, которую мы читали, had to do with if you seek and seek for wisdom and or answer, something along those lines. то есть если мы ищем, как бы сказать, то есть ответа в мудрости. Let's actually find that exact verse. It was Proverbs chapter 2, correct? Вторая притча. Proverbs chapter 2. I'm not sure. Oh yeah. If you seek as you would silver, Proverbs 2 verse 4. Почитай, вторая притча. Or Proverbs 2 verse 3, 4 and 5. Да, вторая книга притчи, 3-4 стих, пожалуйста. Proverbs 2 verse 3. Yes, if you will call for insight and raise your voice for discernment,
Verse 4. If you seek it as you would silver and search for it as for a hidden treasure. Verse 5. Then you will understand the fear of Adonai and find knowledge of God. Hallelujah. Прочитай. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. This morning, И сегодня утром I got up early in the morning. я встал очень рано утром. The night before, I was talking to the pastor and the pastor's wife, И я говорил именно с пастором и его женой. also known as my parents. И это, также хочу сказать, это мои родители. And we were talking about the Torah portion. И мы говорили о недельной главе. And we brought up questions. И мы задавали вопросы. They gave suggestions. И они давали мне советы. And right before I went to bed, I listened to the full Torah, Haftarah, and И я Brit прослушал Hadashah именно portion. все именно главы Торы, потом именно есть именно то, что написано в Новом Завете, то, что написано именно в других писаниях. And read through it as И я well. прошел через все это. But I didn't really have a sermon prepared. И я у меня не было еще четкого, четко приготовленной темы, о чем я хотел бы I говорить. just had a couple of questions and ideas to bring forward. И у меня были некоторые только вопросы и мысли, которые я хотел бы представить. So I decided, I'll sleep on it. И я подумал, get up early in the как бы morning. сказать, я ляжу и в течение ночи буду рассуждать над всем этим. So I get up early in the morning. Я проснулся рано утром. I realized I have maybe an hour or so to write a sermon. И я подумал, что у меня будет примерно тема на целый час. Maybe an hour and a half tops. Maybe 1,5 часа. So at that point, there was a little bit of anxiety. И в тот момент мне пришло, как бы сказать, такое немножко неуверенность или страх. And right before I started writing my sermon down, I prayed. И прежде чем я начал писать мою именно проповедь, я молился об этом. Exactly as Ken brought forth in the book in Proverbs, И как in the именно о чем youth Torah Кен study, упоминал именно на молодежном нашем служении. that if you call for insight and raise your voice for discernment, И то есть, если ты просишь о понимании или разумении, то есть возвышай голос свой и на мудрость. if you seek it as you would silver, И именно если ты будешь искать именно как серебра и золото, then you will understand the fear of Adonai тогда ты познаешь страх Господень. and find knowledge of И God. познаешь именно, и у тебя будет познание о Боге. After I finished that prayer, Когда я закончил эту молитву, I started just writing down, questions. и я начал задавать, как бы записывать вопросы, которые именно по этой теме. I was looking through the Torah portion, И я смотрел через всю эту недельную главу. and it's almost as though the answers were just jumping out to me. И я когда смотрел, то есть, как эти вопросы не стали именно сразу, как бы я получил сразу ответы. And everything that was spoken at the sermon was all accumulated within that hour. И то есть, другими словами, то есть, о чем я говорил, это именно как раз тот момент, в этот час, когда я именно это все делал, оно именно пришло ко мне, и я это все записал. And that in itself is just a testimony И это все само по себе является просто свидетельством of God's mercy, Божьей милости, God's wisdom, Божьей мудрости and God's answer to our и prayers. Божьего ответа к нашим вопросам. Because when we truly call and ask Him for understanding, Когда for мы поистине insight, призываем Его, просим Его о понимании и разумении чего-то, что мы ищем, He will grant it to us. Он дает это нам. And to transition from that, И как бы переходя из того, since we're talking about tests and trials, и так как мы говорим именно о вопросах именно испытаний и именно проверок от Бога, I wanted to turn our attention to Genesis 12, я хочу, как бы, чтобы мы обратили внимание на 12 главу Бытия. specifically when Avram was in Egypt. В то время, когда именно Авраам был в Египте. Genesis 12, verse 11 and 12. 12 глава, 11 и 12 стих. When he came close to Egypt and was about to enter, he said to Sarai his wife, "Hear now, I know that you are a good-looking woman." Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре жене своей: «Вот знаю, что ты женщина прекрасная видом». So that when the Egyptians see you, they will say, "This is his wife," and kill me, but keep you alive. И когда египтяне увидят тебя, то скажут: «Это женщина его, и убьют меня, жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых». Please say that you are my sister, so that it will go well with me for your sake,
so that I will stay alive because of you. Скажи же ты, сестра моя, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. So, does anyone know what this is referring to? What this is talking Кто about? знает, о чем здесь идет речь в данном контексте? There is a belief that back in the day in Egypt they did know God. И другими словами, то есть есть такой как бы или как бы взгляд такой, что во времена Египта люди имели страх перед Богом. Знали Бога. And they wouldn't wanna commit adultery. И они понимали, что творить прелюбодеяние это считается очень таким серьезным грехом. So to avoid adultery, И для того, чтобы не прелюбодействовать, they just killed the husband and now married their widow. они просто убивали мужа и таким образом потом просто брали себе жену свободно и спокойно. Yes. And in their eyes, И в их глазах, they viewed that as right and moral, это считалось нормой именно того времени. in accordance with their practice and their laws. И согласно именно той практике, в которой они именно находились. So with this, a question could be asked. И при этом, то есть мы можем задать такой вопрос. Who gets to determine morality and laws? Кто мог давать определение законам или морали именно в данной ситуации или вообще? в целом? We just brought one example of an Egyptian custom, И то есть мы привели один из примеров египетской морали того времени. how they can morally kill someone's Как они husband and именно take то their есть, со wife спокойной совестью кого-то могут убить чьего-то мужа, чтобы with a clean потом, conscience. потом просто взять его жену и чувствовать себя, как бы сказать, не сотворившим никакого прелюбодеяния. And in their eyes, they think that's, righteous, pure. И в их глазах это считалось нормальным. Other people might, for example, prison inmates. Или, допустим, ситуация, когда мы говорим именно о тюремщиках, которые находились, например, в тюрьме. An example of their morality И согласно их морали, is you can be talking to a stone cold killer и ты можешь in a prison разговаривать именно с жестоким убийцем, который находится в тюрьме. who, for example, killed his wife because she burnt his toast. Другими словами, он убил свою жену, потому что она сожгла его на этот, к примеру, допустим, там какой-то тост. Yeah, and in their eyes, they might think that was no big deal. И в их глазах это может считалось, окей. But God forbid a pedophile comes into the prison. Но вдруг, если попадался какой-то педофил именно в их компанию, If they find out that somebody that is going to prison is a pedophile, и если бы они узнавали, что человек пришел как педофил в их общество, he would most likely be dead within the day, то within the есть hour. больше всего, что of coming in. в течение именно этого дня он бы больше уже после этого дня он уже больше не жил. That's prison morality. Это как бы тюремная мораль в данном случае. And some commentaries and midrashes. И некоторые комментарии или мидраши, I want to give you a couple of examples of the morality and laws of Sodom. я приведу вам пару примеров именно морали из Содома. I'm sure you guys heard the story about the woman and the bees. И я думаю, что вы слышали историю по отношению именно женщина и пчел. That's just one small example. Это одна из ситуаций. But another one of the laws that were supposedly in Sodom И одно из законов, который был в Содоме, was that if you hit somebody если ты кого-то ударил, and you caused them to bleed, и ты сделал то, что у этого человека потекла кровь, then that person owes you money. то этот человек именно должен тебе деньги. That was their law, that was their morality. Это был их закон, это их была мораль. And there's a story И есть такая история. that one day Eliezer. Eliezer went to visit Sodom. И, First, I don't know why, but То he есть, went to visit it. была такая ситуация, что Елиазер это как бы домоуправитель Авраама, ему нужно было попасть в Содом, он попал в Содом. And while he was walking through the И streets, когда он шел по улице, an individual ran up to him, hit him in the один face. человек именно подбегает к нему и ударит его в лицо. Of course, caused him to bleed. То есть и у него появилась кровь. Then that guy yells out, "Ha! You owe me money now." И он потом говорит, ты, короче, мне должен деньги. Eliezer's like, "What are you talking Он говорит, о about?" чем ты говоришь? They go to court. И они потащили его в суд. And since the judges know the laws in Sodom, И так как судьи того города, они знали этот закон, the judge in Sodom told him, и тогда судья именно в Содоме говорит ему, by our laws, согласно нашего закона, since he hit you and caused you to так как bleed, он ударил тебя и сделал то, что у тебя потекла кровь, by law you owe him money. согласно закону ты должен ему деньги.
And of course, Eliezer was furious. И, естественно, Елизар был в шоке от такого подхода. And he said, what kind of morality, what Он kind of говорит, laws are какие у these? вас законы, какая у вас мораль здесь? How stupid. Насколько, говорит, глупо это все. I'm getting there. And he got so angry, И он настолько рассердился, he went up to the judge он подошел к судье, and hit him, как ударил его, caused him to bleed. и у него потекла кровь. And what does Eliezer say? И потом Елизар ему говорит, You owe me money now? он говорит, ты мне теперь должен деньги. Go pay him back. Теперь, говорит, плати I'm тому out of here. моему должнику, а я пошел He домой. takes off. Yeah. So these are just small Это examples небольшие примеры, of different perspectives of morality то есть в отношении разных, как бы, ситуаций морали and different laws that are и in this разные world. законы, которые именно вообще в мире существуют. So again, that begs the question: И при этом, то есть, это все поднимает такой вопрос. who gets to determine morality and Кто laws? дает определение в отношении морали и законов? Do we determine morality based on how we feel, И можем ли мы определять мораль согласно того, как мы себя чувствуем при этом? what our conscience says, Или какое, о чем нам говорит сознание? what we think is right in our own eyes? Или, допустим, то, что мы считаем согласно нашего, то, что правильно в наших глазах? Or is there some kind of standard Или есть определенного вида стандарты, through which we must live by через которые мы должны именно жить, that determines our morality которые определяют или открывают нам сущность морали, которая вокруг and нас? what laws we must Или, follow? другими словами, тех законы, которых мы должны следовать. I'll give you a hint. Я дал вам как бы намек. It starts with a T. То есть начинается как бы с T. So I want to hear you guys' thoughts and Что вы explanations. можете сказать по этому поводу, пожалуйста? Go ahead, Ken. I have two answers. У меня есть два ответа. First of all, I'll use the answer of God provides wisdom. То есть первый ответ, я хочу сказать, что Бог дает мудрость. God provides instruction. Бог Torah. дает именно инструкции Тору. But right now I'm talking about Proverbs. И я хочу сказать именно в данном случае о притчах. Or, I'm going to put it this way. Я A хочу different представить avenue это таким образом, таким of getting путем. the same point across. То есть иногда, как бы сказать, разными путями, то есть мы получаем именно ту же самую идею или ту же And I самую think мысль. the way God set it up this way, И я понимаю, почему Господь именно ставит это таким образом. because God says I can't be mocked. Потому что Господь говорит, что Бог поругаем не бывает. We'll either follow wisdom Или мы следуем Or His мудрости Божьей, instruction. или Его постановлениям, or we're going to find ourselves in a position where we'll realize if we did follow His wisdom, we'd be in a better position than we и find именно или с ourselves другой in. стороны, когда мы понимаем, когда мы следуем Его советам, то есть мы оказываемся в лучшей ситуации. And what I mean is this. И что я имею при этом в виду? So we read in Proverbs, or we could even read in the parables of Yeshua, Или мы читаем именно в притчах, или мы читаем именно в притчах Иешуа. or in many other places where God's wisdom and instruction is taught, or there's books available, or there's people who will even witness to this Или, instruction. допустим, другие разные источники, где раскрывается определенного вида мораль или какие-то, допустим, инструкции. For example, in America, there's a saying, Потому что в Америке, к примеру, есть такое выражение. follow the golden rule. То есть следуй золотым правилам. Do unto others as you'd have them do unto you. То есть, другими словами, делай людям то, что ты хотел бы, чтобы они делали тебе. Can we call this a Torah lesson? Можем ли мы так сказать, что это есть закон Торы? This is simply wisdom that gets shared in Это society просто-напросто, at large. как бы сказать, мудрость, которая делится среди людей вообще в целом. And yes, И при этом, it's да, God's wisdom это есть Божья that мудрость. even people who don't revere God И даже люди, которые не почитают Бога, see the value. God will not be mocked. они понимают ценность, что Бог поругаем не бывает. Or, so there's one answer to Alan's Есть question. один ответ к тому, что спрашивал Аллен. Or there is Yahweh Elohim, Есть именно Господь, Instruction. Яхве, то есть Господь Бог, for which He's going to announce something. где Он конкретно говорит нечто. This is the answer to Alan's other question. И это как бы вопрос на его Who sets второй the вопрос. standards of То есть morality? кто именно утверждает эти моральные законы? If I'm a parent, Если я I отец, set some standards of morality. я утверждаю определенного вида именно законы в моей And семье. Elohim has told me, И Господь таким образом I говорит мне, will judge you и я on буду your судить тебя standards you've used, именно в отношении твоих and I will постановлений и use your взглядов. standards on you, И я буду you've использовать used, мои стандарты в твою жизнь. on your children and on anyone else who comes underneath your И authority. именно на всех людей, которые находятся под твоей властью. If I'm
the president, let's just say I'm elected into a position of authority. То есть, если меня избирают на какую-то позицию власти, I enact some standards то of есть morality. я действую согласно какой-то морали именно в определенном как бы If обществе. you're the principal in a school, И если ты являешься директором в школе, you're going to enact some principles of integrity and то есть, другими morality. словами, ты должен именно следовать именно этим как бы нормам, которые распространяются на директора и на все, что с ним связано. But the way these two things are connected is now Yahweh Elohim И is как это все going между собой to, связано, это Господь Бог всемогущий, he sets up a cause-effect relationship with what I do with instruction. и Он именно создает, как бы сказать, практическое действие со всем тем, что я произвожу. And we're talking about people who God has called and he's working with. И именно, то есть, другими словами, говорим о людях, которых Бог призвал, и то, что они делают при этом. Not someone on the street who hears the golden rule and it's a good idea to follow the golden rule. И не просто тех людей, которые на улице могут сказать, есть определенные золотые законы, которым мы следуем. This is why God says, if you are called and chosen by me, if you are part of Israel, Если ты избранный мною, если ты являешься частью народа Израиля, I've given you an instruction and I expect you to follow и it, я даю тебе инструкции, я ожидаю, чтобы ты следовал именно этим инструкциям. and you will receive a more harsh punishment if И you ты можешь don't получить follow именно it. более как бы жесткое наказание, если ты не будешь следовать. And so I'm trying to explain these two different avenues И я for the way попытаюсь I объяснить believe именно две этих как бы идеи, именно с той стороны, как я это вижу. that God finds is a not appropriate word. God's established at least those two ways Господь утверждает по меньшей мере именно эти два направления to execute his instruction, для того, чтобы как бы раскрыть свои инструкции. to show whether we recognize it or not that he's set all the boundaries, И что Он утверждает всякого вида границы, которые Он ставит. and either way he will not be mocked. И при всем этом Он поругаем не бывает. And this is the structure he's established. Это, как бы сказать, то, что я хотел сказать по этому поводу. Я еще хотел сказать одно такое небольшое направление, что было сказано. I also wanted to give a little bit of a pointer based on what Ken was saying. Как мы видим, что As we see, то есть очень много есть разного вида законов. there are many different variations of laws. И каждый именно человек, он именно раскрывает эти законы, ну, примерно, допустим, в разного вида объяснениях, но при этом мы видим какой-то определенного вида одну мораль. And every single person has their revelations in regards to those laws, which determine a specific type of morality. И что я хочу этим сказать? And what do I want to say about this? Потому что многие люди сегодня говорят, Because many people today say было много цивилизаций, there were many civilizations, где было много разных народов, where there were many nations у которых были определенного вида законы. who had their own laws. И при этом, возможно, эти люди даже не знали об Моисее. And these people might not have even known about Moshe. И некоторые именно эти народы были именно еще раньше, чем Моисей. And many of these nations lived before Moshe. И когда мы посмотрим на законы, которым они следуют, And if we look at the laws that they follow, они очень похожи на законы, которые написал Моисей. they look very similar to the laws that Moshe И has. многие люди делают такую идею. And many people come to this conclusion. Наверное, Моисей все эти законы как бы именно позаимствовал у всех этих народов. Maybe Moshe plagiarized some of these laws. И, возможно, Моисей именно знал хорошо все эти культуры и все эти And it's законы. possible that Moshe knew about all these cultures, all these И избрал civilizations. самое лучшее из всего, He то, что chose the было. best of all that was present. И вот поэтому у нас есть Тора. And now that's why we have Torah. То есть есть такое мнение. There's this thought. Я не знаю, слышали вы такое мнение? I don't или know нет? if you guys ever heard this Ну, or я not, слышал. but I've heard И this. поэтому говорю. That's why I'm saying this. Ну, я хотел бы сказать простые вещи. But I wanted to say these simple things. Все очень просто. Everything's simple. Намного проще, чем мы думаем. Even easier than we think. То есть человек создан A person is created по образу и подобию Божьему. in the image of God. Когда Господь сотворил человека, When God created man, и Он уже вложил в человека свои законы. and he already puts his laws inside the person.
И каждый человек, в его сердце, в его образ жизни вложены Божьи законы. And in the person's heart, in the person's Moral. conscience is put these laws. Другими словами, каждый человек именно внутренне понимает, In other что, words, допустим, что, к примеру, допустим, прелюбодействовать это неправильно. a person in their conscience has an understanding that adultery is bad. И каждый человек, когда он видит, если кто-то, допустим, пытается к его, допустим, супруге или супруге подъезжать, или, допустим, заигрывать с ней или с ним, And they know that if they see an individual that's trying to flirt or fool around with their spouse, что происходит, допустим, с женщиной или с мужчиной, когда эти вещи происходят? what happens to the man or when these situations occur? То есть, если женщина видит, что If a woman sees какая-то женщина that some other woman заигрывает с ее is мужем, flirting with her husband, у нее автоматически рука тянется к венику. automatically her hand drifts towards the broom, И она уже готова, короче, сделать одно движение. and she just needs to do one swift motion with it. То есть, и это нормально. And this is normal. То есть, другими словами, то есть, это то, что вложил Господь. In other words, this is what God has натуру человека. already laid into the nature of man. И если мы возьмем любой закон, And if we take any law, он вложен в сердце. it is laid in our Он heart. вложен именно в естество человеческое. It's laid in the essence of a Поэтому, being. то есть, That is сама why Тора the Божья, Torah itself of God, Творца, который сотворил человека, through which man was created, она вложена в его сознание, в его it's already естество. partially laid into their conscience. И все, что происходило на протяжении веков, And everything that happens through the ages, то есть просто люди, наблюдая за жизнью людей, but people are observing the lives of individuals и именно понимая, какая реакция должна быть в этой and ситуации, understanding what kind of reaction should be in the согласно situation. реакции, они именно увидели эти законы. In accordance to these reactions, they see these laws, И они именно описали их очень правильно. and they wrote them very correctly. Но именно если мы говорим то, что сделал Моисей, But if we're talking about what Moshe did, то есть Господь дал именно намного точное, детальное, глубокое объяснение всех этих законов. God gave a better, deeper, stronger meaning and detail И Он to разложил these именно laws, это все вместе, and He laid it all together, связанное с моралью, связанное с tying it with историей, morality, with связанное history, вообще со всего with вида разными every- науками. every single, С разного вида, как бы сказать, science и совсем. all sorts of, science and whatnot. Потому что, то есть, в Торе вложено все. Because in the Torah, everything is written. Потому что Господь именно берет все исторические факты, все God остальные takes all these моменты. historical facts, all these И все это, instances. читая и исследуя Тору, мы это все можем And видеть. through studying and reading Torah, we see this. И то есть именно нет ничего подобного, что there's Господь nothing, дал через Моисея. And there's nothing that's not important that Moshe didn't receive. Нет, именно, sorry, то есть то, что Бог дал Моисею. The things that Moshe received from God, Нет ничего подобного. there's nothing better. Потому, Nothing like it. Nothing да, like nothing it. like it. Потому что это не просто, допустим, то, что Моисей сделал какие-то выводы из того, что он получил. It's not just the Moshe having some conclusions based on his experiences. То есть то, что он получал от Бога, All the things that he received from God, это было прямое Слово Божье, this was directly from the mouth of God, которое он просто записал. which was written down. И именно мы имеем именно это послание, которое было дано напрямую от Бога, именно Моисей записал все эти слова. And this testimony was taken from the word of God and passed down through Moshe. И нет ничего подобного то, что мы And имеем there's здесь, nothing like it what we have today, где раскрывается характер where Божий, the character of God is где revealed, раскрывается именно ожидание Божие, where the expectation of God is, то есть где раскрывается мораль where the именно morality is revealed, человека, мораль the Божья. reality of a person, the morality of God. И именно не только это, и вложено And здесь, not only that, laid in it вложено также именно то, что должно происходить с человеком. is what should happen with an individual. Господь именно в этом раскрывает именно настоящее и то, что будет в будущем. God reveals what is and what will be. И именно во всех писаниях мы And in all видим scripture we see полную связь всех этих событий. a full connection with all of these circumstances, events. И то, что, допустим, то есть через праздники Бог раскрывает нам Through вообще the будущность feasts, всего God reveals the мироздания, future всего человечества. of mankind.
И ничего подобного мы не And there можем is нигде nothing не like it that Писании. we can acquire anywhere else. Поэтому как бы это такая небольшая вставка именно So к that's тому, о the чем little input мы of в принципе what we говорили. were just talking about. Чтобы мы посмотрели на эти вещи как бы So that we see с these разных сторон. things from different Потому perspectives. что я думаю, всегда, когда такие вопросы задают, что, Because oftentimes when допустим, these questions arise, люди находили какие-то там законы, допустим, that people found some kind of laws Хамурапи, есть такие of Хамурапи. the Хамурапи. Hammurabi. Хамурапи это было такое, They как бы, were, это были, сейчас скажу, народности, They were a nation которые жили именно во времена, ну еще как бы сказать, до Моисея, можно сказать. they were a nation that existed before Moshe. И, по-моему, это были даже хиттеи, по-моему, если я не And ошибаюсь. they could even be the Hittites. И именно у них очень были интересные законы, And they had very interesting laws, которые очень во многом похожи именно на то, что имеет. which look very similar написано в to истории. what is written in the Torah. И поэтому многие люди как бы делают такие вот So many выводы. people have these conclusions, Но именно мы понимаем, что то, что делал Господь, but we understand that what God did, оно не просто имеет законы, it doesn't have just laws. но там есть именно, то есть предсказания будущего, It has prophecies of the future, раскрытие, допустим, событий, которые будут происходить на земле, revelations of what will happen on earth, и многие подобные вещи. И что and many будет вообще, things, и конец всему, что будет. and the end of all things, И то есть и спасение Божье, которое во and the всем этом salvation of God вставлено, that и всё will be остальное. implemented. То есть ничего подобного нигде нету, кроме There's как nothing like именно it мы compared to Писание. what we have here. Поэтому, допустим, продолжим нашу So идею. with that, we're going to continue. Ты хотел сказать our что-то, talk. да? Пожалуйста. Да, я хотела вернуться к I wanted to Аврааму. return to Avram. Вчера, когда мы рассуждали над недельной главой, Yesterday, when we were studying the Torah portion, я задала Алану такой вопрос. my mom asked me a question. Я люблю смотреть на героев веры, I like to look at the heroes of faith и понять, по какой причине Бог их избирает. and understand for what reasons God chooses them. Потому что Бог не приходит вот так и Because God doesn't just come, закрывает глаза и close his eyes, and тебя возьму. you, I'll pick you. У Бога есть какие-то стандарты, когда Бог избирает человека на что-то. God has a certain standard when he chooses somebody for a task. И в данный момент я задала такой вопрос. And with that, I asked a question. Что такое сделал Авраам, что Бог его What избрал? did Avram do that caused God to choose him? И есть ли у вас ответ на этот вопрос? And do you guys have an answer to this question? Потому что я сама не... Просто мне такой вопрос пришел, я не знала Because this ответа. question just came to my mind and I didn't have an answer. Я просто рассуждала. I was just В чем была именно discussing заслуга what именно was the Авраама, merit что of Бог избирает Avram его that God chose him и провозглашает ему вот такие обетования and proclaims all of these promises to him на потомки до for his сегодняшнего descendants дня. to today's date. И у меня не было ответа. And I didn't have an answer. Но сегодня, когда Алан проповедовал, And я today не when знаю, when он Alan was сам ли preaching, обратил на это внимание или нет. he Если ты обратил сам на это внимание. if или I нет. myself turned my attention to that or not. Ну, когда я была на кухне, там слушала But when I was in the kitchen проповедь, listening to the sermon, я услышала ответ. I heard the answer. У нас Вот я поднята хочу рука. узнать I ответ. want to see from you guys. Рука поднята. It wasn't by what he did, it was just grace. То есть, The way I see it, это не то, что он сделал, но это по благодати просто дано. but in all seriousness, it was the very first thing is that God tells him to leave everything that he's familiar with. leave his То есть comfort самое zone. первое, то есть Господь обращается ему, говорит, оставь все то, к чему ты привык, и где ты находишься, где тебе комфортабельно. Get out of his comfort zone and go Выйди из follow своей him, комфортабельной зоны и начинай следовать за мной. not knowing what's tomorrow or even the next Даже не hour зная, will что bring. будет завтра или, допустим, даже следующий час. And he had that, I guess, he just had that faith and he followed God. И то есть он именно доверился Богу и последовал за ним. He expressed
his belief through his action. И он именно выражал свою веру через именно, то есть Действия. действия, которые именно, которые он принимал по этому поводу. То на следующий, ты говоришь, да? Да, Гриша. Пожалуйста, Гриш. Okay, I was going to answer similar about why God chose him. То есть у меня подобный ответ, почему Господь избирает его. Because it was grace, of course. Как именно сказано, по благодати, да? But I did a little research project on grace. И я делал небольшой, как бы такой проект исследования понятия, что такое благодать. And based on my current conclusion, И согласно моего, понимания или вывода с того, что я именно изучил с этого, God gives grace to people who deserve it. то есть Бог именно дает благодать людям тем, которые заслужат эту благодать. Которые достойны. Достойны благодати, да. So it's not that they earned it, Это не то, что они ее заслужили, but that they deserved it. но с другой стороны они заслуживают. Они достойны. Достойны, с другой стороны. Yeah. So what I see here is God looked at what he did so far. И то есть согласно того, что именно тех действий, которые именно человек сделал до этого момента, And what he's going to do in the future. и то есть учитывая то, что он будет делать в будущем, God sees that this person actually deserves. и то есть Господь, учитывая и понимая, что этот человек заслуживает именно того, чтобы быть в этой позиции. So that's the way I interpret it. So that God saw that Abraham deserved to receive grace. И то есть таким образом Господь усматривает, что Авраам, он заслуживает, достоин именно этой благодати. Yeah. So that's why he did it. И поэтому он именно дает ему эту благодать. Пожалуйста, Ken, go ahead, please. What I'm going to say is, as Pastor would put it, a different way to say what's been said by Arthur. И я хочу как бы также сказать, это может быть немножко будет по-другому сказано, чем это сказал Грег или Артур. And I feel like this is a very strong connection in God's Word. Как я понимаю, в этом есть очень как бы глубокая или тесная связь в слове. For a moment, I want to talk about a scripture in the New Testament that can be a giant stumbling block for non-believers. И я хочу сказать, привести одно место, которое может быть большим преткновением для неверующих. My ex-father-in-law about 20 years ago. То есть мой, как бы сказать, тесть в прошлом, который был, когда он подошел ко мне и задал мне вопрос по отношению к Богу, и он сказал, и он говорит, что я обнаружил, что именно в Новом Завете Иисус, где он говорит, что если ты не возненавидишь отца свою, мать свою, и не последуешь за мной, ты недостоин меня. И я хочу как бы, то есть именно остановиться на этом. Я хочу сказать, то есть правильное понимание Писания, это также, как бы сказать, правильное восприятие того, как именно Дина говорила об этом. Почему Господь именно избирает Авраама? И потому что именно у него было предпочтение к Божьим инструкциям, повелениям, которое именно было выше его ценностей, какие были у него в его жизни. И об этом говорит Иешуа, когда он говорит такие слова. И если он говорит, что если ты предпочтешь именно как бы понимание твоих родителей выше моих пониманий, которые я даю тебе. И то есть, и он именно говорит конкретно именно нам, индивидуально, чем он именно поставил эту ситуацию. И если Господь говорит, если ты именно предпочитаешь свои понимания выше моих пониманий, ты недостоин меня. И он знал Авраама.
knew that his understanding was inferior to that of God. И он понимал, что именно у Авраама сознание и восприятие Бога, оно было именно вот в таком направлении. And when Greg said that God knew that he was worthy of God investing all of this effort and love and relationship. Другими словами, то есть Господь видел в нем это именно, как бы сказать, что он достоин именно получить это. What Greg said in his own way, И как Господь, как Грег выразил своими словами, was that God knew потому что Господь знал наперед. this investment that he would make in Avram И именно что Господь именно вложит именно этот вклад в Авраама, would do what God announces he yearns to happen every time he goes out to us and makes this connection and makes this investment. то есть когда именно Господь обращается к каждому из нас и пытается вложить и сделать именно эти связи, которые именно Он раскрывает. Will not come back void. It won't be a waste of То есть, time. как бы сказать, чтобы это действие, оно не было просто пустым, не приносящим плода. And what we have for confirmation of that И то есть для нас это есть подтверждение всего is этого. even Avram's children Даже дети Авраама. had a preference to God's everything about God. И то есть именно также дети его, они, So которые that's принимают именно это как бы состояние, powerful которое именно имеет силу и действие. experience we share with God. И через это мы получаем такой сильный опыт, имея с Богом. Пожалуйста, Диночка. Да, мы недавно в нашей общине говорили за Not long ago in the Иова. congregation, we talked about Иов. Job. И мы знаем, что 3 друга у него And we know были, that he had 3 friends которые пришли сочувствовать его проблеме Иова. who Там came были to not torment, to comfort him with his grief. Close enough. И в конце концов Бог говорит, что возгорелся гнев And in the end, Божий на этих друзей God его, да? told Job that his anger blazed against Job's 3 friends. И был такой вопрос. And this question was asked. Божий гнев возгорелся на этих Why- 3 его друзей. Why did God's anger blaze against Job's 3 friends? Здесь вся глава Иова говорит The whole book of Job о тех разговорах, которые talks about the друзья discussions говорили that Иову. Job's friends had with Job. На первый взгляд, если посмотреть, At first glance, if we look at it, друзья говорили правильные вещи. his friends were saying the truth. Они видели страдания Иова They saw the struggles of Job и говорят, так как ты страдаешь, and say это that точно в тебя какой-то грех есть. the way that you are being, you're struggling, you're suffering, there's sin within you. Ну, естественно, что Иов говорил, не только хорошие принимать нужно от Бога, и плохие вещи в нас Job was случаются. saying, not only do we have to accept the good, we have to also accept the bad. И однако Божий гнев возгорелся на этих Then it друзей. says God's anger blazed against his 3 friends. И можно открыть вот эти And стихи, we can actually прочитать. open up those Иов verses and read 42, it. Job chapter 42, 42, 7 и 8 стих. verse 7 and 8. И в 7 стиху сказано так, я по-русски And прочитаю. verse 7, it's read like this. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу, Или фазу. горит гнев мой на тебя и на 2 друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Job 42, verse 7. After Adonai had spoken these words to Eov, Adonai said to Eliphaz the Temani, my anger is blazing against you and your 2 friends, because unlike my servant Eov, you have not spoken rightly about me. Здесь Бог говорит, за что? And this God is За saying- то, что вы не так точно говорили обо мне. And God is saying, why? Because you have not spoken rightly about me, like the way that Job did. Оказывается, мы обязаны говорить о Боге так, как это Бог заслуживает. So we looks like we have to speak about God in the In the way that he deserves. Как многие люди говорят, моему as Богу many всё people say, равно». oh, my God doesn't care.
Ему все равно, как я так He doesn't care поступаю, how I что live я my life, what I кушаю, eat, как я шаббат how соблюдаю I или вообще keep не the Sabbath, соблюдаю. how I keep service, how I do this, that. Мы видим, что это не так. We see that this is not the case. Смотрит, как о нем говорят. God looks at how people speak about him. Возвращаемся к Аврааму. Returning back to Avram, Бог говорит Аврааму: я God tells Avram, благословлю тебя, I will bless you, размножу. I will multiply you. И он только вызывает его, чтобы он выходил с Ура And he only Халдейского. calls him to get out of the of the Chaldeans. И он сразу говорит, что And he right away says, благословляющих тебя я благословлю, those who bless you, I will bless. а злословящих Бог говорит: я And those who прокляну. curse you, God says, I will curse. Даже не curse, в одном месте написано And not only curse, Засловить. говорящих плохо о тебе. another passage says, those who speak ill of you, I will curse. И уже его And already, потомку Исааку His descendant Isaac, в 26 главе in chapter Бытие, 26 of Genesis, 4 и 5 стих, verse 4 and 5, он говорит, почему это благословение переходит he даже на says, Исаака, на God потомка. explains why that blessing is transferred also to the descendants of Avram. 4 стих, Verse 4 сказано: says, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земли. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky. I will give all these lands to your descendants, and by your descendants all the nations of the earth will bless themselves. Хотим мы получить такое обетование и благословение? Do we want to inherit this kind of promise and blessing in our lives? Amen. Of course. Хотим. Yes. Но здесь сказано, за что они получат эти And благословения. here it says why why we get these things, or why we what causes us to get these things. And verse 5 is the answer. За то, что Авраам, это уже он говорит Исааку за отца, This is God directing to Isaac about his father. за то, что Авраам послушал гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. All this because Abraham heeded what I said and did what I told him to do. He followed my commandments, my regulations, and my teachings. То, что Кен сказал. Just like Ken said. Amen. И если мы хотим от And if we Бога want иметь благословение to inherit blessings from в God своей жизни in our и в lives жизни наших and in детей, the lives of our children, что мы должны what делать? do we need to do? Исполнять заповеди, Fulfill the уставы и commandments and законы the Божьи. and regulations and teachings of God. А если мы будем говорить, моему Богу все And if we равно, say to ourselves, "Oh, God doesn't care," получит ли человек will a такое person обетование? inherit these kind of blessings? Нет, не No, получит. they won't. Поэтому они иногда люди задают вопрос, а Oftentimes почему people тот ask the question, why is благословляется, this а я person нет? blessed, but I'm not? Я живу так же само, I live the как same он. way that they do. Но у Бога есть правила, по But которым God Он has, дает благословение. Has правила, Regulation, rules. rules. rules, conditions by which people must live. И это для меня это And to очень me, this is серьезное a very слово. serious word. И поэтому я всегда смотрю, That's why I за always что Бог look, избрал Моисея. Why? I always ask, why God God chose chose Abraham. Moses? Abraham. Я говорю за Imam Моисея. Moses. Mhm. Моисея. Moses, Авраама. Abraham, Мы смотрим Исаака, we look Иакова. Isaac, Jacob. Да, они жили, Yes, у них they были lived. негативные They какие-то, did have negative, какие-то были у них по-человеческие их you проблемы. know, Слабости. weaknesses in their Weaknesses. flesh. Они были, потому что они They были were, люди. because they were Они- human. Они подвергались, тот же самый Авраам That same Abraham, подвергся испытанию, он боялся, чтобы его не убили. during one of the tests, he was afraid for his life, so he gave his, He doesn't give. The he- heart attack. Позволил, потому he что allowed his wife to be taken. это была его слабость. This was his weakness. Но мы не He виним stumbled, его в этом. but we don't condemn him Потому for что that, мы видим, насколько он великий человек. because we see how great of a man he was 318 people against the whole army. against the world. Amen. Понимаете?
So do you understand? Нам самое главное понять, It's very important for us to за understand что Бог избирает людей why God chooses people и ходить так же само and перед to walk in Богом, the same manner чтобы имели мы so that благословение we may be и blessed наши and потомки. our descendants. Amen. Я хочу ставочку I wanted маленькую to сделать. give an input. Сегодня было сказано там в Today it was отношении said того, regarding- что говорил Иешуа, что Кен- Regarding what Yeshua said that Ken brought up, там сказано, it что says, если кто не возненавидит своего отца или мать, или жену, или детей, if you do not hate your Ради меня, father, mother, and children for my тот sake, недостоин меня. then you don't deserve me. И часто люди говорят, And oftentimes people say, я служу Богу, I serve God, поэтому я должен ненавидеть тебя. that's why I must hate you. И люди пытаются эту ситуацию поворачивать очень And people try to twist this in a негативно. negative way. Но в реальности, то есть почему But the там такая reality фраза is, стоит? why was this phrase said? То есть когда именно стоит фраза Because when ненавидеть, the phrase hate is она brought не up, имеет такого, как бы сказать, оригинальное именно смысл этого слова не имеет такое значение, как мы имеем его the сейчас. original meaning of hate was not the hate that we know of defined today. То есть именно в этом контексте, когда она говорилась, In this context, when it was said, здесь подразумевалось, если кто-то любит меня меньше, чем, допустим, своего отца, It's или more accurately меньше, чем understood свою as, жену, или меньше, чем своих детей, those who love me less than father, mother, children, тот недостоин they меня. don't deserve me. То есть, другими In словами, other words, в принципе, Кен ответил на эту мысль. Ken already answered this Я просто как thought. бы дополняю I'm just going to add on to it мысль, and confirm что, it. другими словами, если That in other кто-то words, if somebody ставит Бога puts God на второе место, at a secondary то есть position, это и есть именно то, что он ненавидит Бога. this is likened to hating God. То есть поэтому Господь говорит, если кто-то ставит меня на второе That's why God место, says, whoever puts me at a secondary а свои position, интересы ставит на первое, they put their own interests above, он говорит, он недостоин меня. they don't deserve me. Почему? Why? И я, примеру, скажу такие вещи. I'll give you an example. I'll Если say these возьмем мы, things. допустим, муж и жена. If we take a husband and a wife, Если, допустим, муж поставит свою жену именно после своей машины, if a husband puts his wife on a lower level than his car, то ему придется спать в гараже. then he's gonna have to sleep in the garage. И это будет как бы справедливое воздаяние за отношения. And this will be a right reaction for his actions. И, допустим, Господь также, написано, God- Господь Бог ревнитель. And it says that God is a jealous God. Другими In словами, other words, Господь говорит, я отдаю самого себя всего вам, God says, I give myself fully to you guys, а вы хотите мне отдать только ваши пятки? and you want to give me only your toes? То есть так не работает. This is not how it works. Притащили ноги на собрание, и They они bring уже their feet здесь. to church and say, oh, I'm here. А я остался дома или на базаре, знаешь, в таком And плане. my mind is, at the bar and on the TV. Господь говорит, так не пойдет. God says this is not going to Если go мы with me. хотим быть в завете, If we want to be in covenant, я ожидаю, чтобы вы были именно искренними. I expect you to be sincere. А если вы, допустим, хотите со мной играть в половинчатое отношение, If you want to instead play halvesies, то вам придется спать в гараже. Знаешь, then you're gonna have такой to sleep in the garage. То есть, поэтому, как бы, имейте в виду, So just bear in так mind, не пойдет. this will И not. об этом как раз Иешуа и говорит. And this is what Yeshua talks Как он about. говорит, что если кто именно As he says, ставит своих детей Those who puts their children выше меня, above me, другими словами, in other words, если, к примеру, допустим, человеку нужно ехать на собрание, if a person needs to go to church, а человек говорит, у него мой ребеночек только заснул сейчас. and a person says, "Oh, my child Я just дам fell ему asleep. поспать, пускай поспит до Let's вечера. let him sleep till the А afternoon, потом посмотрим, может быть, тогда мы придем в and then we'll церковь. see. Maybe we'll go to church after." Или, допустим, то есть еще какие-то ситуации. Or Мой- other situations. Мой муж сегодня устал с My работы, husband was very tired. и он хочет поспать. He wants to sleep. И, допустим, на собрание идти, And to go to church. надо поспать еще I need немножко. to sleep a little more. И, то есть, вот такого вида отношения, This kind of оно рассказывает mentality, как раз именно об этом it положении. speaks about their Другими словами, circumstance. сердце человека, оно не посвящено Богу. In other words, that heart is not sanctified Человек for именно God. делает ставку на своих именно интересах больше, чем на Бога. That individual puts their own interests above Другими God. словами, когда приходит время, допустим, посвященное Богу, шаббат, In other words, and also like if there is a set apart time that should be for потому God, что Писание говорит, Shabbat, шаббат Господу Богу твоему. because the scripture says that Shabbat is
for the Lord your God. for the Lord your God. Другими словами, то In есть other words, это не твое время, It's not your time. это время, посвященное для Бога, It is a time set apart for где God Господь ожидает Where именно, God чтобы ты expects посвятил us это все время Ему. to sanctify it to Him. Если человек говорит, слушай, а я If a person says, решил "Listen, поспать в этот I'm going to день, go sleep during this whole day," он нарушает заповедь. they are breaking that commandment. Он просто не выполняет именно то, что They подлежит are Богу. not fulfilling what God expects. Если он пытается встречаться с подругой со If своей, a которая person хочет wants жениться, to is meeting up with a girl that he's planning on и он marrying, приглашает ее на встречу, and he invites her to a meetup, to a а date, она решает, что ей нужно сегодня and she decides, маму проведать. today I need to go, go visit my mom. И он сидит, ждет ее, And he's sitting there waiting for her, а она говорит, а я до мамы ходила. and she says, "Oh, I went to my Он mom." говорит, ну, ходи дальше. And then that man would probably say, "Okay, go keep seeing her." То есть, понимаете, это Do you то же самое understand? происходит для The нас. same thing happens with us. И поэтому, допустим, Господь, именно Иешуа в данном случае And говорит, that's why что Yeshua in this circumstance says, если у нас нету посвящения if we do именно not то, have которое Господь ожидает от нас, sanctification, dedication to what God expects of это us, и есть то, что мы не любим Его. this is likened to hating Как он Him, говорит, это есть ненависть Богу. То есть or not мы liking ставим его Him, на второй or putting Him план. at a secondary position. А Господь говорит, я не хочу, But God быть, says, I do not want to be чтобы я secondary. был хуже вашей машины. I do not want to be worse than your car. Понимаете, потому что, то есть, если человек любит машину, а, Because if a допустим, person loves a car, Господа ставит на второй and план. they put God as a Или он любит backup, своих детей, or they love their children, а Бога ставит на второе but they место. put God in the secondary И position. можем перечислять этот And- лист. Поэтому, то есть, вот это все то, о чем говорит Господь. And this is what God is talking about in this Пожалуйста, circumstance. Гриша, на руку, пожалуйста. So I was listening to this and I thought came to my mind. И я думал, слушал это все, и мне мысли пришли. So we see that not only blessings can be deserved. То есть мы чисто понимаем, что не только благословения, которые Ты именно можешь не только заслуживают, мы приобретаем благословение каким-то образом, да. But you could also get curses the same way. И таким же самым подобным образом мы и получаем и проклятие. Yeah. So it's your actions that will give you one or the other. То есть, другими словами, через наш выбор или через наши действия мы получаем одно или другое. Аминь. Окей, пожалуйста. I'm going to add on to what Grisha said. Я хочу добавить. There is a certain parsha Есть одна из как бы недельных глав, that mainly talks about blessings and curses. где конкретно говорит только о благословениях и проклятиях. It's amazing. In that parsha, И в этой недельной главе God explains the blessings and the curses of His covenant. и он именно раскрывает понятие о благословениях и проклятии именно своего завета. And we understand И мы понимаем, that if we do not inherit a blessing, что если мы не приобретаем благословение, what do we inherit? то есть что мы тогда получаем? On the contrary, we inherit a curse. Именно в противность именно этому. Мы So получаем проклятие. when we have this mentality И когда у нас есть такой менталитет, that it's okay to do this, that, whatever, то есть что мы можем делать, или это окей делать, допустим, это или другое, или десятое, we just won't inherit the blessings. то есть мы не просто, или другие знают, как люди говорят, мы просто не получим благословение, если мы что-то не сделаем. Yeah, you won't inherit blessings. You'll Да. inherit curses. Да, безусловно, Simple то as есть that. если мы не приобретаем благословение, мы получаем проклятие, Now, in fact, that is actually contrary to what God expects. и это есть противовес тому, что Господь говорит, я хочу ставочку маленькую сделать. He's going to do a quick little input. То есть он затронул тему, He brought up the topic где он сказал, что where если God человек says if a не person обретает does not благословения, inherit blessings, а он получает проклятие. they inherit curses. Когда Иешуа обращается к людям, When которых он Yeshua судит, turns to the people that he's judging, и он обращается к ним и говорит такую фразу: and he turns to them and he says this phrase, «Отойдите от меня, проклятые, depart from me, you cursed ones, в огонь вечный». to the everlasting fire. То есть, другими словами, In other words, если человек получает проклятие if a person inherits a curse и остается в нем, and stays in that curse, что будет с ним? what is going Какая to будет what is его going to be участь? of him? What is his future? Если он проклят, If they're cursed, что будет с ним? what's going to be of them? Иешуа скажет: «Отойдите от меня, проклятые». Yeshua will say, depart from me. Понимаете, то есть, насколько это Do you важно? understand how important this is? То есть, связь благословения. The connection with blessing. То есть, это есть послушание Слову. This is
tied into obedience. Это есть соединение с Богом. This is a connecting to God. Это пребывание в Иешуа. This is abiding in Yeshua. А именно обратная сторона, когда On the человек contrary, не пребывает в if a Слове, person does not abide in the когда word, он нарушает Слово, when they break the word, то есть что происходит с ним? what happens to them? Он отделяется от Слова Божьего, They divide themselves from он the word. отделяется от Иешуа, They separate themselves from он Yeshua. отделяется от Бога, They separate themselves from и он God, становится чуждым Богу. and they become strangers to То есть, God. начиная с самой простой заповеди, Starting from the simplest of то есть commandments. именно все это именно приводит к именно или туда, или And all of обратно. these things go either way. Понимаете, о чем я говорю? Do you understand what I'm talking За about? исключением, With the exception. бывает, человек делает какие-то вещи для There Бога, could be some things that people do for God, и он не понимает до конца всей истины, and they don't understand the truth to its fullness. и по своей, как бы сказать, невежеству он делает что-то, думает, что он делает правильно. And in their ignorance, they do what they think is right. Но в реальности они нарушают But in reality, что-то, что Бог сказал. they're breaking what God instructed. Безусловно, Господь именно увидит эту Of ситуацию. course, God will see that И Он situation, именно спасает такого and человека. He will save that person. Ну, допустим, естественно, но он не получает то положение, которое он мог получить. But they will not inherit that position that they were going to. Да, ну, допустим, почему я говорю об этом? Why do I say this? Как Иешуа говорит такую As фразу, Yeshua says this phrase, что кто нарушит одну из заповедей сих молекших whosoever breaks the least of my commandments и научит так других, and teaches others to do so, он будет наречен малейшим в Царстве Небесном. they will be called least in the kingdom of heaven. Вопрос. Question. Кто хочет быть малейшим в Царстве Небесном? Поднимите Who руки. wants to be the least in the kingdom of heaven? Raise your hands. Я думаю, руки я не вижу. I don't see any hands. И это правильно. This is right. This is good. То есть каждый хочет быть великим. Everybody wants to be great. Но Иешуа говорит, But Yeshua хочешь says, быть великим, if you want to be great, исполни мои заповеди. keep my commandments. Исполни все заповеди мои. Keep all of my commandments. И в этом твое благословение. And that will be your blessing. Пожалуйста, Артур, что-то там у нас было, я извиняюсь. Oh, just saying there's comments on YouTube. Пожалуйста, Comments on YouTube? можешь это прочитать. I'm going to open up right now. So going back, while we're doing that, I'm going to go back to finish what I was going to say. И пока мы идем к этой всей теме, или продолжаем эту тему, я хочу закончить, о чем я начал говорить. Прочитай, пожалуйста, comments, мы вернемся обратно. Okay, well, I'll read the comments first. Oh, there's a lot of Shaloms. there's a lot of messages from Hamil Char Barcha. Shabbat Shalom. Шаббат шалом. They said study Isaiah 45. Изучая Исаия 45 глава, They mentioned Isaiah 44:28, 44-28, talking about Cyrus. говоря о Кире, царь Кир, Isaiah 44:27, и Исаия 44-27, that saith to the deep, be dry, and I will dry up thy rivers. и где сказано, что я осушу реки. Revelation 16:12, И Откровение 16-12, the great river Euphrates and the water thereof was dried up, где сказано, что я осушу именно эти реки, чтобы именно... that the way of the kings of the east. Чтобы именно цари прошли, да. Herodotus 155. Окей. Ezra 1:2. И Ездра 1-2, Thus says Cyrus, king of Persia, где именно царь Кир говорит такие слова, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, где он говорит, что именно Господь вручил мое правление все царства мира. and he charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. И он говорит мне, чтобы я построил дом Богу в Иерусалиме. And then some expounding on certain terms. И как бы некоторые объяснения по некоторым вопросам. Thank you for your comments. Спасибо за ваше именно участие и что вы вместе с нами. If you could expound a little more Если вы хотите именно конкретно как бы поделиться какой-то мыслью, пожалуйста. and explain a little better, И дайте нам именно, если we у вас... would like to hear. Да, мы будем... Elaborate. Да, мы будем рады именно слышать And вас. if you have a question, Или feel free to какие-то share. вопросы можете именно спрашивать или, допустим, какие-то комментарии, пожалуйста. Спасибо. But back to what I was saying about И the blessings and возвращаясь curses. к благословению и проклятию, When we don't inherit a blessing,
когда мы не приобретаем благословение, we inherit a curse. то есть мы получаем проклятие. And as the pastor just brought up, И как пастор именно говорил нам недавно, the cursed will not inherit the kingdom. то есть и сказано, что проклятые, они наследуют именно царство. In fact, I'm remembering a proverb. И я помню одно из... I don't know if it's a proverb, but it's phrased like this. То есть такая фраза, как я помню. No, it's 1 Corinthians 6 verse 7. Это 1 Коринфянам 6, 7 стих. The wicked will not inherit the kingdom. Сказано, что злые не наследуют царство. Злодеи. So we can ask ourselves, И мы можем what does задать it mean to такой be вопрос. wicked? Что это значит быть злым? Now, of course, people can bring up their opinions, their Люди commentaries, могут представлять свое мнение, свои взгляды, what their conscience tells them, или что говорит им именно сознание, or their conviction. или что им говорит их, как бы сказать, здравый смысл, или как бы их убеждение, другими словами, точнее. And the reality is Но реальность такова. that by biblical definition, Согласно библейского определения, someone that is wicked то есть человек, который считается злодеем, is somebody who breaks the word of God. это тот человек, который нарушает Слово Божье. And not only that, И не только это, those who practice sin. тот, кто именно как бы сознательно именно живет таким образом жизни. Now, there could be times where we as believers stumble and sin. То есть это как бы, мы можем так связать с тем, когда мы как верующие, может, притыкаемся где-то и согрешаем. Does that make us wicked? Делает ли это нас именно злодеями? Depends if we repent or not. То есть, как бы, если мы каемся или нет. I just want to say a couple words. Go ahead. То есть, я считаю, что нет. I think no. То есть, смотрите. So look, Если человек, который следует за if a Богом, person follows God, его цель, their goal праведность is righteousness и послушание and Богу. obedience to God. И если человек, And if a person следуя за Богом, following God, он попадает мимо цели. they miss the mark. Другими словами, In other words, его цель – праведность. their goal is righteousness. И стараясь именно делать праведные дела, And trying to do right things на каком-то этапе to a certain extent, он не рассчитывает какие-то свои действия, they don't They miscalculate on something. и он попадает мимо цели. and they miss the mark. То есть, делает ли это его злодеем? Does that make them wicked? Нет. No. Он просто-напросто They ошибся. simply messed up Потому что его намерения были сделать правильные вещи. because their intention and goal was to do righteousness. Его именно цель была праведность. Their goal was to practice righteousness. И, допустим, он не имел даже в виду сделать And they did какое-то not зло. mean to make any mistakes. Но делая какую-то ошибку, But stumbling once in a while, безусловно, то sometimes, есть это of есть course, просто, когда он не попадает that's в цель. simply missing the mark. То есть, если мы говорим именно о людях-злодеях, If we're talking about wicked people, то есть это люди, которые живут для неправедности, they are people who live for unrighteousness, которые живут для зла, who practice evil, и которые именно же пребывают в этом. and who abide in it. То есть, и все, что они делают, And everything that they do, они делают грех, they sin, и они именно этим живут. and they live in that И sin. это есть именно, то есть, как бы, как мы говорим, люди-злодеи And that would be или considered нарушители просто Слова Божьего. evil, wicked people breaking the word of God. То есть, как бы маленькие вставочки. That's the little input. Поэтому продолжим дальше. So continuing, Окей. you basically said everything I was going to say about that. Yeah. Спасибо. Next topic. Let's see. What was the commenter trying to? When Uh, he talked about Isaiah and other. What was he? Was he asking us to answer a question or? I think they're just. I think they might be sharing information. Did they quote the actual verse or? Yeah, No. but there was a lot of like Greek and a lot of Hebrew that you can't really read on. Yeah, that's why we said. I don't know if I don't know if I'm pronouncing your name right. Hamilcar. Я не знаю, если я сказал правильно твое имя, Хамилкар. Yeah, thank you for the information. If you could help elaborate more on what what point you're bringing across. Спасибо, что вы именно участвуете. Но мы хотели бы, если вы хотите что-то сказать, что более это было как бы целенаправленно и конкретно, чтобы мы могли We would like to understand more about what point you're trying to make out of these мысли или verses. идею, которую за этим вы хотите нам поделиться. Preferably in English, so we can easily understand. Yeah, the reply. yeah, that Okay. too. So there's that. Спасибо. Окей.
going back to Genesis 26, Возвращаясь к 26 главе Бытия, we had that question. есть такой вопрос. Why would God curse somebody for cursing Abraham? То есть почему Господь именно проклинает кого-либо за злословие Авраама? And that follow-up question, what makes Avram such a special И figure? другими словами, следующий вопрос, который исходит из этого, то есть почему именно таким образом Господь именно рассматривает Авраама как какого-то особого человека? So I wanted to hear your guys' commentaries and И thoughts я on the хотел first бы question, слышать ваши комментарии по этим вопросам. which is, why would God curse someone for cursing Abraham? То есть почему Господь именно проклянет кого-либо за то, что Он проклинает именно Израиль. Я не знаю, кто у нас был вперед, Кен или Артур, но I кто-то. think it was Ken first, yeah. I'm going to give a very simple, basic, concise answer. Я попытаюсь сказать очень простой, сжатый такой ответ на эту тему. If I am blessing Avram, Если я благословляю Авраама, I am blessing the work of God. другими словами, я благословляю дела Божьи. I'm blessing what God says His will on earth is. И я благословляю дело Божье и волю Божью на этой земле. I'm supporting the work of God. Я поддерживаю работу Божью на этой земле. And I'm saying loudly, И я таким образом провозглашаю громко. I don't know better than God. Я не знаю лучше, чем знает Господь. It's not for me to say, God, why are you doing this with Avram? Это не для меня, чтобы я говорил: Господь, почему ты это делаешь с Авраамом или Аврааму. On the other side, Но с другой стороны, if I'm blessing Abraham, если я благословляю Авраама, then I'm blessing God. я благословляю таким образом I'm Бога. blessing everything God's И я doing. благословляю всю Божью работу, которую Бог совершает. And I'm showing God. И этим самым я показываю. I recognize I don't have superior understanding. Я of именно that. осознаю через это, и у меня как бы нету полного восприятия And I всего. put myself in a position Я ставлю таким образом самого of себя. alignment. То есть именно быть в согласии с тем, что Бог And делает. now I facilitate. И таким образом я как бы сказать, поддерживаю ту работу Божью на этой земле. And this is important. И это очень важно. Amen. Thank you. Thank you. Arthur, please. Arthur? I was just gonna say, like, what is a human to be questioning God's decisions? Кто есть человек, чтобы, другими словами, подвергать сомнению Божьи решения? Not to mention talk ill of His decisions. Тем более именно, когда человек пытается говорить плохо о Божьих решениях. Аминь. I want to remind you about Moses when God said, "Step aside, and I'm going to destroy them." Вспомните, когда Господь обращается к Моисею, именно и на каком-то этапе он говорит, что отойди в сторону, я как бы уничтожу именно этих злых людей в то время, которые именно противостояли Богу. So it's I guess it would come down to knowing God's nature. То есть важная сторона здесь не только именно то, что, но именно знать конкретно Божью натуру или Божье естество и следовать именно за ним. So it's like, so here it looks like Moses maybe was not resisting God. He was just saying, God, this is not in your nature. То есть, мы понимаем, что не пытается здесь Моисей просто противостоять, но он просто раскрывает и говорит: Господь, это не в твоей натуре именно делать эти вещи. Аминь. So I'm jumping up and down a little bit here. Как бы мы говорим, то есть мы поднимаемся вверх-вниз в данном случае. It's I'm just gonna say it's another joy Я хочу сказать, это еще одна радость, when we discover the heart of God. когда мы познаем сердце Божие. And when Moses did the thing that Yeshua continually does for us. Когда Моисей делает ту работу, которую Иешуа делает постоянно для нас. And he interceded for the people. И он именно ходатайствует за людей. It wasn't in his interest that he was eagerly pleading with God. Это не было в его интересах, чтобы он просто постоянно как бы ходатайствовал пред Богом за кого-то. God knew exactly the fact that it wasn't even in his benefit. Moses, God's announcing, I'll start a whole new nation through you. И то есть он понимал прекрасно, что говорил Господь, что именно я от тебя произведу новый народ. And Moses, if he was proud, would have said, "Hooray! Let's go! I'm ready." Если бы он был гордым человеком, он сказал: Господь, да, давай, я помогу тебе. But we notice he did something very, very opposite. Но мы видим, что он делает совершенно And противоположное. I'm sure И я понимаю. that God was very pleased И я понимаю, что Господь именно that был someone would come очень and довольный agree with him им
Because God already knew. He announced it to Noah. И он Man's знал. every inclination from birth to death is to do the wrong Как thing. Господь говорит еще именно Ною, что помышление сердца человека есть зло во всякое время. And yet Moses, the one he chose, И когда он избирает Моисея, чтобы он был именно посредником, is very concerned about God's work with Israel. и он именно очень переживал о той работе, которую Господь совершает с And this Израилем. showed his heart, his preference, Это показывает его сердце, показывает его was what's предпочтительность. important to God. Именно что очень важно для Бога, то есть сердце именно Моисея в данном And случае. I oftentimes have wondered, because like when you see like what Greg pointed out here, И именно когда мы видим то, что о чем говорит Господь, ой, о чем сказал в данном случае Грег, can't help but think to yourself, то есть мы как бы можем помочь себе, чтобы понять для себя, the thing Arthur said о чем сказал Артур. when God would say, "Who's a man to question me?" Like То есть кто такой человек, чтобы именно, как бы другими словами, задавать мне вопросы. Moses was so bold to actually do what Greg just pointed out. И как бы Моисей I'd be был afraid. очень I don't know if I дерзновенным, could do it. чтобы сказать эти все слова Богу. And yet, И при всем этом, Moses didn't care about what was in his best interest. и Моисей просто не He переживал was просто willing to lose his life. Once again, за a message from the New за Testament свои in интересы, он был Yeshua готов именно умереть. echoes into Moses' actions. И как бы Новый Завет I нам don't care if I live or die. подтверждает Don't kill Israel. именно ту переживание именно Израиля, Моисея за Please, Израиль. I'm going to plead on their behalf. И он говорит, что я ходатайствую за них, то есть This is a спаси message народ. to me. И это для меня In слово, 2019, то есть в настоящее время, в 2019 году, то есть мы должны иметь сердце за народ Божий и никогда не переставать ходатайствовать за народ Божий. И почему я как бы сказать, ну, для меня это как бы интересно, когда мы именно касаемся этих всех вопросов. И то есть с самого первого дня, когда мы начали идти с Богом, то есть это занимает время во всем. Пожалуйста. The case of Abraham versus the people God was going to destroy during Moses' time. И в данном случае, когда мы говорим ситуацию о Моисее и о людях, которых именно Господь говорит, я хочу уничтожить их, или я уничтожу их. Abraham was very valued. Авраам был очень ценным, Whereas the people that God was going to destroy, not so much. в то время, когда люди, о которых Господь говорил, что я уничтожу этот народ. It's like someone insulting my wife. Если, например, кто-то пытается, допустим, унизить мою жену, I will have a very, very bad reaction. Well, not for me, but for them. То есть, допустим, у меня может быть плохая реакция, то есть, может быть, не для меня, а для них. Whereas if I'm about to give someone a good beating, если я кому-то дам хорошие, как бы, трепки, and someone jumps in and says, no, you don't have to, give him a beating, just give him a warning, let it slide this time. I might be like, okay. И кто-то, допустим, вступится и скажет, допустим, зачем его так сильно бить, давай просто, допустим, выговори ему, и тогда я ему расскажу, окей, хорошо. So it's two different situations on opposite sides of the spectrum. То есть могут быть две разных ситуации, как бы сказать, в противоположном положении именно этого всего спектрума. Amen. Yeah. Окей, пожалуйста. So going with the rhetorical question that Arthur said, И как бы идя к тому риторическому вопросу, который задал Артур. and also the question that was asked. И вопрос, который был задан здесь. The question that was asked was, why would God curse someone for cursing Abraham? Вопрос был такой, то есть почему Господь проклянет того, который будет проклинать Израиль? And Arthur's rhetorical question, what human would go against God's decision? Но если человек или какой-то человек встает против Божьих решений, the answer is very simple. Ответ очень простой. Those people who love death. Люди, которые любят смерть. Here's why. И причина почему? God chose Abraham. Господь избирает Авраама. For a task, for a mission. То есть для определенной миссии, для определенной цели. Which would push God's plan forward. Который утвердит Божий план именно к действию. And those people who try to
curse Abraham, И те люди, которые попытаются проклясть Авраама, in other words, those people that try to stop the progress of Abraham, другими словами, те, которые попытаются остановить прогресс, который возложен на Авраама, those who instead of supporting try to put down Abraham and his mission, вместо того, чтобы как бы опускать именно Авраама и останавливать его в его действии, that is likened to hating God. это подобно тому, что человек ненавидит Бога. And we already talked about И мы hate, уже говорили the именно word о hate, ненависти. to put on a secondary position. Другими словами, поставить на второй план или на, то есть и дальше. So by them going against Avram and God's will, И то есть именно идя против Божьей воли, против Авраама, they are putting themselves in a almost like a rebellion or a conflicting position against God. другими словами, ставят себя как бы такую бунтарскую или конфликтующую позицию против Бога. We know the first human that went against God И первый человек, And rebelled который against восстал или взбунтовался против Бога, was Nimrod, это был Nimrod. and he got an entire nation behind his back. И как бы целый народ именно был за его спиной. And to this day, there's И- still и influence по from his по actions. сегодняшний день мы имеем именно влияние, которое он именно вначале как бы создал. And we see that his actions were cursing Avram. И именно мы знаем, что его как бы действия, они произвели проклятие на Авраама. And we see through the scriptures И мы видим через Писание, that his civilization, they were cursed что to an extent. цивилизация его, она была, как бы, можно сказать, проклята. The Tower of Babel. То есть это как бы Вавилонская башня. All those people that deified Nimrod and started worshiping him as Baal. И люди, которые превозносили его как Бога и поклонялись ему как Ваалу, в Those сегодняшний день, specific nations in Canaan, это народы хананейские, they were destroyed. они были уничтожены. And those people that are still serving and worshiping Baal today, И люди, которые по сегодняшний день они поклоняются Ваалу сегодня, I would guarantee you that they're not really living a blessed life. то есть я хочу гарантировать вам, что они не живут благословенной жизнью. And all because they hate God. То есть причина одна простая, что они ненавидят Бога. And the reason why I said the answer to those two questions, И причина, почему я даю ответ на эти два вопроса, that it is people who love death, те люди, которые любят смерть, is because if we open up Proverbs chapter 8, если мы откроем притчи 8 глава, Proverbs chapter 8, 8 глава, verse 36. 36 стих. It is written, Написано: but he who misses me harms himself. Переводи. 36? 8:36. 8:36. Читай. Read the first part. Первая часть стиха. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. All who hate me love death. Все ненавидящие меня любят смерть. So we see the scripture is very clear. The scripture is very clear. Писание очень ясно говорит нам. When we try to rebel against God, Когда человек восстает против Бога, to rebel against God's anointed and appointed, когда человек именно восстает против Божьих помазанных людей, those that hinder the progress and mission of those people, и когда они останавливают тот прогресс или ту миссию, которая возложена на них, they hate God. и тем самым они проявляют Plain and свою simple. ненависть к Богу. Это очень все просто. And because they hate И God, так как они ненавидят Бога, they love death. то есть они любят смерть. Exactly as Proverbs И как 8:36 именно здесь says. сказано именно в Proverbs, в притчах. So that's the answer of why why God would curse somebody that curses Avram. И по этой причине здесь сказано, что Господь проклянет всех, кто проклинает Авраама. And that is why God has no problem И по этой причине у Бога нету проблемы, to tell those people to their face, чтобы сказать людям прямо их в лицо: depart from me, you cursed, отойдите от меня все проклятые, to the everlasting fire. именно в огонь вечный. So there's that's what I wanted to share. Это то, чем я хотел бы поделиться в данном случае. Another way of reading the scripture that you pointed out, И Proverbs 8:36. еще как бы одно место, о котором я хотел бы сказать, это притчи. And what again? Preach? Proverbs 8. Let's start Твой in стих. 35.
начиная 8 с 35 стиха. Let's read that one first. Давайте Yes. прочитаем именно этот в начале. Yes, more context. Yes, of course. For he who finds me finds life. Сказано, тот, кто находит меня, находит жизнь. This could also be said, he who finds me prefers the ways of life. Или другими словами, кто находит меня, он предпочитает пути жизни. And as a result, obtains the favor of Adonai. И как результат, он приобретает пути Божьи, пути Господни. Favor. А находит благорасположение или благодать от Господа. And then verse 36, И 36 стих. but he who misses me harms himself, А согрешающий против меня наносит вред душе своей. all who hate me prefer the ways of death. Все another way to say it. ненавидящие меня любят Или смерть. предпочитают смерть в данном случае. And that's why Yeshua said, И поэтому еще I'm говорит, the way, the truth, and the life. я есть путь, истина и I'm the жизнь. gate. Я есть дверь. If Или you врата. follow me, Если вы следуете мной, you will find life, вы найдете the жизнь. ways of life, Или пути instruction. жизни, или Same thing we talk инструкции. about every Shabbat. И то есть то, о чем мы говорим каждый шаббат. The same thing on every Shabbat, Allen reads, И- teach your child in the way they should go. They will not, when they grow up, depart И from другими it. словами, когда мы зачитываем это место, что научай их, идя дорогой твоей лжеотставая, мы это все перечитываем, чтобы это у нас было в сознании. And God's announcing to these people, as Allen's pointing out, И как именно Господь упоминает об этих людях, где было сказано, упомянуто Аланом. if these people teach their children, I'm sorry, I'm going to just say it. If these people teach their children the ways of death, preferring Если death, именно эти люди учат детей своих путям смерти, when the child grows up, когда именно ребенок будет возрастать, they're not going to depart from it. то есть они не отступят от этого всего. That's why God's whole, everything He's about И то есть поэтому по этой причине Господь именно все, что Он делает, is about reaching and restoring Он делает для того, чтобы достичь и восстановить His creation свое творение. with a simple message. И это именно таким простым именно Prefer and choose словом, life and blessing. как он говорит, что и бери жизнь, чтобы жить. That's what Allen was saying. И то, что, by о чем reading говорил the Аллен, opposite. то есть читая как бы эти все вещи. Пожалуйста. Я ко всем вопросам подхожу практически. I look at every question in a practical way. Допустим, я спрошу Кена, I would ask Ken, что значит найти Бога? what does it mean to find God? Все люди на сегодняшний день верят в Бога. Все. Everybody to this, most if not all people to this day believe in God. И они скажут, я избрал жизнь, потому что... And they я say, знаю oh, I Бога». chose life because I found God. Практически. On Что a значит practical найти level, Бога what does it mean to и find избрать God? жизнь? Что and to значит choose избирать life? смерть? And what does it mean to choose death? Практически, если говорить с нормальным человеком, Practically, if we're talking about a normal person, он смерть не избирает. they wouldn't choose death. И они скажут, я не избираю смерть. And я they might say, I'm избираю not choosing жизнь. death, I'm choosing life. Я не избираю проклятие, избираю I'm not choosing curses, благословение. I'm choosing blessings. То, что он избрал вот здесь, это What придёт they, ему благословение. what they chose in their head, does that merit a blessing? Как ответить людям, которые... How do we задают answer этот people who have вопрос? this kind of mentality, who address this question? Their actions. I would say Я могу сказать так. that's Yeshua's whole point in the parable of the talents. И это как бы весь как бы Смысл. Excuse me. Есть, пожалуйста. Причты про таланты. То есть где именно Иешуа напоминает именно притчу о талантах. Yeshua said, Иешуа говорит такие слова. with people, С людьми, I have given you, I've invested, I've sown a seed in you. и я влаживаю как бы какое-то семя в вас. And some of you hid the seed. И некоторые люди, они принимают или как бы сказать, не, прячут это семя. You haven't done anything with it. И они не делают ничего по этому поводу. And yet you think that you've done well. И ты можешь думать о себе, что я сделал очень хорошо. And others, they took one talent and made one more and they have two. А другой человек, он берет этот талант, он влаживает его и приобретает два. They've made a small investment in learning all about what it is to find И God. они сделали небольшой вклад и как бы сделали из этого урок и приобрели нечто. God will reward that with the same measure. И Measure for Господь measure. именно Slow воздаст return on ему investment. по мере его вклада, то есть мера за меру.
And yet some will have a big involvement. И какой-то, может быть, сделать большой вклад. And God will return measure for И measure. Господь, именно учитывая этот вклад, They'll Он really даст get a chance. мера за меру. To have their heart on fire Чтобы сердце человека было именно горело для Бога огнем. about the lifelong journey of finding God. То есть, как другими словами, когда человек избирает Destination. всю свою жизнь именно следовать за Богом и познавать Бога, это как бы весь жизненный экспириенс, который человек имеет для того, чтобы познавать Бога и следовать за In Ним. the same way Таким самым образом, that I've learned in my roundabout path, то есть я тоже как бы для себя изучаю или познаю. that it's the same with a husband and a wife. И согласие так же самое именно по отношению мужа и жены. It's a very lifelong journey to find your mate's heart, to find ways to connect with her and keep that relationship. То есть right это and занимает good как бы and всю жизнь для того, чтобы именно нам познавать друг друга и, другими словами, знать, что нужно, что необходимо, что как бы должно быть, что правильно в этой ситуации, чтобы строить взаимоотношения. And even if you found your wife or your husband's heart and you found them in this moment, И если ты находишь именно себе подругу или друга, в данном случае, в этой ситуации, 5 or 10 years from now, when you've both grown and done different things in your life, и спустя 10 лет, когда вы прожили жизнь и имеете разные ситуации в вашей жизни, if you don't continue to seek to find her or him если вы не будете продолжать влаживать себя друг в друга and invest in that, и влаживать во все отношения, you will not find each то other. есть, другими словами, то есть вы можете потерять друг друга и не иметь друг друга вообще. Это очень важная ситуация. You'll find each other strangers. И, то есть, другими словами, люди могут стать чужими друг для So друга. I hope it's a good answer. I don't know. Я думаю, что это как бы хороший ответ в этой ситуации. Пожалуйста, Алан. Yeah. Also, Alan, maybe you're gonna ask some people who okay, I'm getting carried away. maybe they just wanna Any commentaries from you guys? make some or, comments or some questions questions? or something. Anybody have anything to say? Ты хочешь сказать, да? Да, то, что Кен сказал, дополнить. The words that Ken said, I'm gonna add on to it. Господь, Он, давая народу все заповеди и постановления, God gives His people all His statutes, commandments, and instructions. и в 28 главе Второзакония And in Deuteronomy chapter 28, там, где перечисляется благословение и проклятие, where it talks about the blessings and the curses, в самом конце Бог говорит, at the very end, God says, избери choose life, благословение или проклятие. choose blessing and not Избери curses, жизнь или смерть. choose life or death. И мы знаем, в чем будет избрание. And we know, Сказать, я избираю благословение. and we или know What it means to choose. what it means to choose, because somebody can mentally ascend and say, "Oh, I choose blessings," чтобы избрать blessings, but in order to choose blessings, это как Кен тоже as сказал, Ken said, это вся жизнь наша. it's our whole life. Покажет, избрали Our мы whole life благословение или will нет. reveal if we chose life or death. И если мы избрали And благословение if we chose blessings и прожили в Божьих and lived заповедях, in исполняя accordance их, to God's instructions, living and fulfilling them, это благословение, this is a blessing который получил Авраам, that Avram передал своим inherited, потомствам. who he passed down to his descendants. И его потомство передали And his своим descendants passed it on потомствам. to their И descendants. это идет, And это this cycle keeps благословение. going, this blessing. А если человек только сказал, что But if a выбирает person just благословение, mentally says, I choose life, походил в церковь, goes to church, посидел на задней лавке, sits in the back bench, иногда открывал Библию и читал, and once in a while opened up the Bible and read a verse, иногда молился, and once in a while prayed, может быть даже постился, maybe even fasted. но это делал очень редко. But they did this very rarely. Что он передаст своим детям? What will they pass down to their children? Если родители делали что-то мало, If the parents did something minimal, дети будут делать вообще крохи, the children will have even smaller crumbs. и потом потомки, которые And then those descendants who знали, что надо шаббат that соблюдать, knew that, oh, we need to keep Sabbath,
знали, что нужно They knew that we had to служить, исполнять заповеди. serve and fulfill God's commandments. Передадут они много детям своим или нет? Are they gonna pass this down to their children? Уже практически на втором, на Probably третьем, by на the третьем third or поколении fourth generation, уже эти дети будут неверующими. those children will not be believers Вообще. at all. Мы знаем это по жизни. We know this through life, Практически in a жизни. practical life. Поэтому люди просто сами себя иногда обманывают. And that's why people lie to themselves, in other words. И они говорят, ну, видишь, родители And they say, верующие, oh, we're и believers, я знаю Бога. and I know God, Ну, своих детей не учат. but they don't teach their kids. Чему научатся дети? What will the kids learn? Ничему. Nothing. Придут к пустоте. They'll inherit emptiness. Mhm. I want to add on and kind of put everything together. Я хочу добавить, кому именно может как бы это объединить все это вместе. With regards to the blessings, the В curses. отношении благословений, проклятий. It's funny because in Proverbs 8:36, that same verse, То есть именно в этих притчах 8, it says, "But he who misses me harms himself." То есть тот, кто или как бы не следует за мной, он Совершающий против меня. In other words, an individual who misses the mark, they end up hurting themselves. То есть человек, который, то есть не попадает в цель, таким образом он причиняет себе вред. Because they sin and they inherit a temporary curse. И таким образом он грешит и приобретает какого-то вида проклятия. That's why we're called to repent, to fix, rectify those situations. Поэтому мы призваны к тому, чтобы именно каяться и возвращаться именно в прежнее состояние. To put ourselves back on the right path of Чтобы именно God. возвратиться на правильный путь и оставаться на нем. When we walk on God's И ways, когда мы ходим Божьими путями, we inherit the blessings, мы приобретаем благословение. the same blessings that Abraham, Isaac, and Те Jacob, благословения, our которые forefathers had. именно братцы имели, Авраам, Исаак, Яков. When we follow morality and the laws of God, Когда мы следуем морали и путям Божьим, not our own understanding, not our own feelings and не consciousness. просто наши какие-то чувства или наше какое-то восприятие. Bible says God's ways are higher than our ways, and Писание His говорит, thoughts что higher than our Божьи thoughts. пути, они выше путей наших. And that is the only way, the only path that leads to life. И это единственный путь, который ведет нас к жизни. We can be sincere about our walk. Мы можем быть искренними в отношении нашего хождения. For example, following some stone idol that can't talk or listen. Как именно человек может следовать именно искренне за каким-то идолом, который не может говорить, не слышать. Praying to it 20 times a day for all we know. И человек может именно 20 раз в день ему молиться. Giving it more food than that person feeds themselves. И давать ему больше еды, чем сам себе дает. And they can be sincere И он будет очень искренне в этом вопросе. and consciously convicted about it. И он будет, именно сознание его будет конкретно направлено в том, чтобы что это правильно и нужно это делать. And they can also be sincerely wrong. Но они могут при этом быть именно искренне неправы. So, to summarize everything, И чтобы как бы это все суммировать, God wants us to choose life. Господь хочет, чтобы мы избирали жизнь. He doesn't want to punish us. He doesn't want Он to не curse us. хочет именно наказать нас или проклясть нас. But our own actions Но наши личные bring that действия, about. они именно производят то или другое. God has already set a standard Потому что Господь уже утвердил определенного вида стандарты. for the ultimate blessings, for the ultimate walk. То есть именно к определенным видам именно благословением, то есть в определенном виде хождения перед Ним. With morality and laws that other С nations can моралью- only dream of. С моралью и законами, о которых народы могут только мечтать. And when we walk in those laws and God's И morality, когда мы ходим в этих законах и Божьей морали, we truly find life. то есть мы поистине находим жизнь. And not only life for ourselves, Не только жизнь для самих себя, the life for our children. но жизнь для наших потомков. We raise them in the faith. И мы взращиваем их в истине. We raise them in the ways of God. И мы взращиваем их в путях Господних. And our children will grow up И наши дети будут возрастать. and they will not fall off the И straight path. они не отступят от пути истинного.
So there's that. Amen. И это то, все, о чем я хотел сказать. Any other questions, Если какие-то comments, еще есть вопросы, комментарии, or any other testimonies from или this Torah свидетельства. portion that Если you've у нас что-то discovered? еще онлайн, там больше ничего никто не писал, Артур? There's nothing else online? Окей, хорошо. Какие-то есть у вас дополнения, комментарии по этому поводу вообще, то есть по теме, пожалуйста. Все. Yeah. Хорошо, мы тогда просто будем заканчивать наш именно Alright. лайвстрим. So with this, we're going to conclude our live stream portion. Давайте мы сделаем короткое Let's do a short little благословение. blessing prayer for this time. Господь наш и Бог, Our Father, our King, Отец наш и Царь, мы благословляем имя Твое. we praise your holy name. Благодарим Тебя за эту прекрасную We возможность. thank you, Lord, for this opportunity Углубляться в Слово Твое. to dive deep into your word, Чтобы, Господь, углубляться и познавать Твои истины, Господь. to understand your truth on a deeper level. И каждый раз, когда мы углубляемся, And every time when we immerse ourselves мы соединяемся, Господь, с Твоей премудростью, с Твоим величием. in your word, we connect with you and your great wisdom. Благословенно имя Твое. Blessed be your name. Благословенны Твои чудные дела. Blessed be your great deeds. Да будут наши сердца всегда горячими May для our Тебя. hearts always burn for you. И, Господь, дай нам And всегда Lord, во give все us дни жизни нашей all the days of our lives быть последователями Твоей истины. to be your followers of your truth. Мы благословляем имя Твое. We bless your holy И name. также благословляем всех тех And we also людей, bless those people которые вместе с нами that are together with us, углубляются в Твое Слово. who also immerse in your И мы word. просим Тебя, чтобы, And we ask you, Господь, Lord, то, что мы делаем, that the things that we do, оно приносило that it благословение can bring многим людям, blessings to many Господь, people по всему лицу земли. across the face of this earth. И мы благодарим Тебя, And we Господь, thank you, Lord, что Ты даешь нам эту that you возможность. give us this Да opportunity. будешь Ты превознесен. May you be exalted, Чтобы познание о Тебе, Боге Авраама, Ицхака и so Якова, that the knowledge of Abraham, Isaac, and Jacob, чтобы оно, Господь, раскрывалось для многих людей. so that it may be revealed to many people, И чтобы имя Твое было возвеличено that и your name may прославлено. be exalted and praised. Мы за все благословляем For all Тебя. these things we И мы thank просим you. благословения над общиной Свет And we ask Меноры, you for blessings for Light of the Menorah, чтобы, Господь, милосердный, that you, merciful God, община, которую Ты утвердил, this congregation that you have established, она, Господь, принесла много плода для that it will Тебя. bring lots of fruits to you, И имя Твое да будет возвеличено and that your name may be через все exalted наши служения. through all of our Во service. имя Иешуа. In the name of Yeshua. Amen. 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 Мы благодарим всех, кто с нами. So we thank everyone that Кто listened and участвовал tuned in, who сегодня participated, и имел этот вклад хороший в and это had a служение. very good input in the service. Благодарим. И также We are всех людей, grateful, кто с нами and to all the был people that are with us online. Пусть Божий мир, присутствие Божие будет с вами. May God's peace and God's blessing be with each and every one Чтобы of you. эти все слова, That all of these words, они входили в сердца they ваши can come into your heart и приносили плод and праведности. bring fruits of righteousness. Во имя Иешуа. In the name of Yeshua. И мы прощаемся с вами. And we say farewell. Лехитраот. Lehitraot. До следующего Until раза. next time, have a Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. And we love you. Shavuot Tov. Shavua Tov Laila Tov. and Laila Tov. Blessings.